тебя много денег. И чего? Я вот думаю, что сила в правде. У кого правда, тот и сильнее. Всем привет, дорогие друзья, с вами Александр Шавлюк на канале Юрексперт. Сегодня поговорим с вами о новых налогах, а именно о том, что наши кое-какие депутаты подали законопроект в Верховный Совет Украины, чтобы обязать всех вас с нами платить еще один налог, а именно 5% от всех ваших доходов и всего имущества. Обязательно, слышите, обязательно досмотрите наше видео до конца, так как уже в ближайшем будущем за вами придет налоговая служба Украины. Ну а перед началом этого видео обязательно подпишитесь на наш канал, кто еще не подписан, чтобы не пропустить новые видео. Нажимайте колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видеоконсультациях. И авансом обязательно поставьте лайк этому видео, ведь дальше будет очень-очень интересно. В нашей украинской бандитской системе власти уже никого не удивишь, что каждый гражданин платит налоги за все. Мы об этом неоднократно заявляли и рассказывали людям, почему так происходит. Поэтому не будем повторяться. Кому интересно, посмотрите обязательно наши видео в разделе «Почему и за что мы платим налоги». Вам интересно, кто этот депутат, который подал такой законопроект в Верховный Совет Украины? Так вот, зовут его Лешек Гончаренко. Да-да, именно тот, который при Януковичу очень сильно кричал, клялся и божился, какой он реальный патриот Украины. А что самое главное, в чем он клялся, что он патриот партии регионов. Мы идем на эти выборы вместе с нашим лидером Виктором Януковичем. И очень сильно любит своего лидера Виктора Федоровича Януковича. Но вот власть поменялась, и политические проститутки решили переобуваться. Наши дети будут знать русскую литературу, русскую культуру. Они тоже будут говорить на русском языке. Ах ты, блядство какое. Теперь они все говорят на украинском языке, чем и дурят украинцев, как будто если ты общаешься на украинском языке, то ты патриот. А если на русском, то ты какой-то путинский, ну вы поняли. Твой дед перевернулся в гробу, когда тебя увидел. Так вот, мы неоднократно заявляли, не имеет значения, на каком языке говорит украинец. Самое главное, каков этот украинец и какие его истинные ценности. Является ли он патриотом или не является. А вот патриотизм, дорогие друзья, это вовсе не религия, которую исповедует тот или иной украинец. И вовсе не язык, которым говорят. Патриот – это любовь. Внутренняя, большая, громадная любовь к своей земле и к своей стране. Мы с ним знакомы давно. Да. Леша, ты сидел вот здесь. И что касается 2 мая, сбежал из партии региона. Так вот, этот вот зашкваренный Гончаренко, который при каждой власти переобувался, чтобы быть у кормушки и иметь возможность оттуда лизать своим паршивым языком. Ну, вы поняли, что. И, кстати, он успешно это делает. Напоминаем, что вот этот вот Гончаренко находится в партии Европейская солидарность, то есть Пети Порошенко. Конфетка. Дядя Петя, ты дурак? Неужели вы думаете, дорогие друзья, что в Лешика хватило мозгов самому написать этот законопроект? Вы правы, дорогие друзья, мозгов у него на это не хватило. Поэтому он написал законопроект вместе еще с несколькими так зваными депутатами с Саранчи. И вот, если этот законопроект будет принят, все вы будете обязаны уплатить 5% от всего своего движимого и недвижимого имущества. В этом бандитском законопроекте четко предусмотрено, кто будет платить. То есть, если вы работаете на работе, а потом, не дай Боже, поехали потаксовали, то с этого своего такси заработка вы обязаны будете уплатить государству 5%. И не дай Боже, кто-то в вашей семье заболел, а вы умеете делать уколы. Так что, делав укол,
приготовьтесь объяснить налоговикам, что вы делали его на безоплатной основе. Вот только здесь есть очень маленькая интересная деталь. Как они смогут доказать, что вы взяли какие-то деньги? Ответ более чем прост – никак. Так что, кто имеет уши слышать, да слышит. Вместе с тем у нас есть данные, что эти вот верховные зрадовцы хотят внести изменения в уголовные статьи по неуплате налогов, чем уже в который раз доказать всему Европейскому Содружеству, что Украина плевать хотела на Европейскую конвенцию о защите прав человека, так как там запрещено вводить уголовную ответственность за гражданско-правовые споры. Другими словами, если вы взяли у кого-то долг и не отдаете, это гражданско-правовые отношения. Но если вы даже ни у кого не взяли ничего, а реально, честно заработали, вас хотят посадить в тюрьму. Дорогие друзья, обязательно думайте головой, а не гречкой на следующие выборы, за кого вы голосуете, потому что проголосовав за типа человека с народа, который не является юристом, ведь иметь корочку юриста это не значит, что ты юрист. Чтобы в этой отрасли стать профессионалом, этому нужно определить всю свою жизнь. Так почему украинский народ выбирает Верховный Совет Украины людей, которые не имеют юридического образования? Неужели вы, когда у вас проблема, вы идете к медсестрам, а не к врачам? Люди вообще понимают, что такое юриспруденция и насколько это большой адский труд? Не понимают, ведь если бы понимали, не выбирали бы Верховный Совет бездарей, которые оккупировали наше государство. Пока в Верховном Совете Украины не будут принимать законы профессионалы, ничего в этой стране не изменится. Хотя, судя по тому, как украинцы голосуют на выборах, когда они болеют, они тоже идут не к врачам, а к санитаркам. Но если вы хотите лечитесь в санитарок, не будем вам в этом препятствовать. Вы спросите, есть ли выход с этой ситуации? Друзья, выход есть с любой ситуации. Так как законодательство Украины построено таким способом, что миллиардеры и миллионеры никогда не будут платить налогов. Теперь вы понимаете, где ключик? Об этом мы и рассказываем на своих платных юридических консультациях. Поэтому каждый для себя пускай решает, платить ему эти налоги или же заплатить за юридическую качественную консультацию и узнать тайны, как можно законным способом не платить эти преступные налогообложения. Также напоминаем, что наш юридический канал создан исключительно за наши личные средства. Других источников финансирования мы не имеем. Поэтому, если вы хотите постоянно слышать правду и дальше видеть наши видеоконсультации, вы имеете такую возможность принять участие в благотворительности, которая пойдет на развитие нашего канала. Но если у вас нет финансовой возможности быть благодетелем нашей команде, вы также можете помочь нам в развитии, поддержав наши видео своими лайками и распространением их по своих социальных сетях, чтобы как можно больше людей знало правду, которую вам не расскажут по зомбоящику. С вами, как всегда, был ваш покорный слуга Александр Шавлюк на канале Юрексперт. Увидимся в следующих видео, друзья. Всем пока!